Интересно, почему Вестингаус начал свои изобретения с пневматических тормозов, но не с тех же железнодорожных составов? Неужели поезда до прихода Вестингауза не тормозили совсем? Или, может, торможение осуществлялось принципиально другим способом? Если бы герой рассказа Зощенко сел на такую дрезину 1865 года, наверное, точно бы оробел и протрезвел из-за отсутствия на ней тормозов. И сам Вестингаус был бы точно в недоумении. Как так? Тормоза ведь придумали трейсы. Неужели Вестингаус был из их числа? Или все же что-то тут не так? Интересно, что возили на таких драндулетах. Речь уже даже не о тормозах, а вообще. И куда они вдруг вымерли, как мамонты? Крайний раз они встречаются на фото от 1882 года, а далее пропадают вообще, знатоки, поправьте. И как раз накануне Вестингаус изобретает свой тормоз. Странно, интересный какой-то агрегат. Топка находится с передней стороны. Чем-то напоминает сибирский цирюльник из одноименного фильма. Какие дрова туда кидал машинист и где он их вообще спереди брал? И что вообще на таком суперсовершенном оборудовании делал Вестингаус? Но дальше больше. Судя по аннотации, и сомнений, кстати, мало, это всего лишь сельхозоборудование от 1852 года. Правда, в Европе, но легче от этого не становится. Почему-то вспоминается тяжкая русская крестьянская доля из другого известного литературного произведения. Там, где от зари и до зари. Неужели подобных агрегатов на российских полях не было нигде? Ну, раз писали целые поэмы про эту тяжкую долю, видимо, не было. Интересно, как бы такую конструкцию модернизировал Ген Вестингаус? Наверное, движущую часть заменил на лошадь. А что, смелое решение. Именно так и произошло, но несколько позже. Наверное, крестьянам было сложно раздобывать дрова для подобных установок. Кстати, а как их кидать в данном случае? Бежать с охапкой и подкидывать. Без гениального Вестингауза тут точно не обошлось бы совсем. А что за обведенный самовар стоит в конструкции? Вот оно, то самое ноу-хау. Емеля со своей печью позавидовал бы точно. Зачем делать какие-то топки, если можно зажечь сапогом самовар, поставить в проектное место, и он нагрел бы весь котел и заставил двигаться всю установку. И чай можно пить в паузах. Но это уже в части самовара чисто русское изобретение. Интересно, что за символ вывешен на боку такого самовара? И когда там вообще началась революция в Одессе? Одесса, впрочем, есть уникальный город, заслуживающий отдельной статьи. Действительно, а зачем там самовар в паровом котле? Показалось, или все же корпус этого локомобиля обшит деревом? Обведенный элемент ранее нам уже встречался в некоторых конструкциях. Неужели это тоже самовар? Почему-то он находится всегда ровно над тем местом, где в подобных устройствах находится топка для дров, или тот отсек, который мы под этим подразумеваем. Собственно, как уже писалось ранее, в этих топках топили, но не дрова, а некие предметы. С тех пор осталось только словесное выражение, а процесс получения тепла никак не зависит от погружения чего-либо в жидкость. Уж не этот ли процесс модернизировал Вестингаус? На некоторых старых типах локомотивов этот, с позволения сказать, самовар еще присутствует. Прошу не путать с сухопарником, стоящим рядом. Несмотря на то, что в составе локомотива присутствует тендер, к его конструкции есть очень много вопросов. Главный из них, почему органы управления идут не к сухопарнику, как на всех подобных моделях, а именно туда. Может быть, дверцы топок служили только для того, чтобы залезть в них рукой и утопить некий предмет, если вдруг механические приводы сломаются. Похоже, именно так и было. Такой локомотив под дрова или уголь был приспособлен меньше всего. Каким же волшебным образом он двигался? А что у нас вообще такое есть? Локомотив. Локомотивы от лад. Локо с места, облатив лад. Лоуко с места, лад. Моутивос, сдвигающий, самоходный рельсовый экипаж, предназначенный для тяги несамоходных вагонов. Локомотив является силовым тяговым средством, относящимся к подвижному составу и предназначенным для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов. В общем, вполне понятное определение. Локомотив – силовое тяговое средство, дословно сдвигающий с места. Почему-то такое определение
давали только силовым механизмам, использующим рельсы. Для всех прочих случаев было определение локомобилей, а вот тут уже было интереснее. Локомобиль в разное время может означать автомобильно-железнодорожное транспортное средство, один из ранних терминов для автомобиля. Передвижной паровой двигатель для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях. Товарный знак для вышеперечисленных устройств, выпущенных одноименной компанией Angle. Locomobile Company of America. Почему локомобиль с течением времени внезапно превращается в локомотив, а также в автомобиль и трактор? Почему само определение локомобиль становится неуместным? Такое возможно только в одном случае, если слово «локомобиль» было защищено как интеллектуальная собственность его производителя. В наше время подобная юридическая норма существует сплошь и рядом, но то сейчас. А тогда какое было время? Слово «локомобиль» писали везде, даже у российских производителей. Как видно, еще в начале XX века слово «локомобиль» было вполне общепринятым. Что же там произошло такое? Локомобили широко применялись во всех странах мира в период до появления дизельных двигателей для привода малых электрогенераторов и активного развития электрических сетей. В России до 1917 года выпускались Людиновским локомобильным заводом, начиная с 1875 года. В 1913 году было выпущено 209 локомобилей общей мощностью 12 607 литров С, а также Херсонскими, Бийским и прочие машиностроительными заводами. По появлению эффективных дизельных электрогенераторов и сетевого электричества быстро вышли из применения по причине крайне низкого КПД. Низкий КПД локомобилей определялся их техническим несовершенством. Локомобили имели жаротрубно-дымогарный котел паровозного типа, что ограничивало применение пара высоких параметров. Локомобильный котел даже не имел сухопарника, который был непременным атрибутом всех паровозов, так как место, где обычно на паровозе устанавливался сухопарник, на локомобиле занято паровой машиной. Поэтому локомобильная паровая машина работала на влажном насыщенном паре, что очень плохо сказывалось на КПД, тем более что мятый пар, отработавший пар, шел на выхлоп. Вот где собака порылась. Вестингаус тут явно ни при чем. В данном случае на общемировую сцену вылез его конкурент Ген Рудольф Дизель, который изобрел тот самый двигатель. Заявку на патент этого двигателя Дизель подает в 1892 году. По странному стечению обстоятельств, именно в это время Вестингаус начинает производить генераторы электрического тока. Оба этих деятеля ни в коей мере не пересекаются в своих производственных делах в плане выпускаемой продукции. Не находите это странным? 1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей. Осенью 1900 года в Лондоне для этих целей регистрируется компания. Первый корабль с дизельным двигателем построен в 1903 году. В 1908 году построен первый дизельный двигатель малых размеров, первый грузовой автомобиль и первый локомотив на дизельном двигателе. В 1936 году впервые запущен в серию легковой автомобиль на дизельном двигателе Mercedes-Benz 260D. Его разработала компания Daimler-Benz. Судьба Рудольфа Дизеля является очень темной. Он погиб примерно в одно и то же время со смертью Вестингауза. По одной версии, это был несчастный случай, по другой это было умышленное убийство. Можно уверенно сказать только одно: такие люди просто так не умирают, ни тогда, ни сейчас. Повторюсь, Царствие Небесное им там всем. А мы попробуем понять, почему с приходом к власти в России большевиков локомобили начинают массово исчезать как класс, вместе с ребрендингом их заводов-изготовителей, но очень массово начинают внедряться трактора. Причем не просто внедряться, а с поэтапным выводом из употребления самого слова «локомобиль» с заменой на трактор. Именно такими были первые трактора. Наверное, для крестьян, пользующихся подобной техникой, в названиях не было никакой разницы. Там было все едино. Определить различающие локомобиль и трактор технические нюансы они просто не могли в силу своей специфической грамотности, а эта грамотность была широко в свое время воспета большевиками. Как известно из официальной истории,
Россия досталась большевикам в значительной разрухе. Сейчас не будем ставить это под сомнение. Для поднятия сельского хозяйства они начали массово организовывать колхозы с раскулачиванием, выселением и прочими подобными мерами. Для этих колхозов они начали предоставлять трактора, как будто. До этого всю жизнь крестьяне пахали лошадью. Но своего производства тракторов у большевиков не было. Как же они выходили из положения? Фордсон, в русской традиции Форд ЗН, торговая марка сельскохозяйственных тракторов, выпускавшихся предприятиями Генри Форда в США, 1917, 1928, Ирландии, 1919, 1932 и Великобритании, 1933, 1964. Советская копия Фордсон, производившаяся в 1924-1932 годах на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде, известна как Фордзон-Путиловец. Ленинградские фордзоны продавались в СССР наряду с импортными, поначалу отличаясь от них более высокой ценой. В данном случае речь идет о еще одном квазиконкуренте Вестингауза, том самом Генри Форде. Именно он считается первым изготовителем тракторов. Есть на эту тему одна небольшая интересная ремарка в официальной истории. Конструкторы Генри Форда предложили первый опытный образец трактора с двигателем внутреннего сгорания в 1907 году, однако эта конструкция осталась невостребованной. Генри Форд вернулся к тракторной теме в 1915 году, выставив опытный образец на Мичиганской выставке. Миноритарные акционеры, владевшие в это время 41,5% акций Ford Motor Company, жестко заблокировали любое отвлечение средств на эксперименты с тракторами, поэтому в 1916 году Форд и его сын Эдсел, как частные лица, организовали независимую компанию Генри Форд энд Сон, Генри Форд и сын. Ее продукция несла новую торговую марку Фордсон. Вопрос, почему трактор Фордзон от 1907 года не был востребован. Неужели всему миру было на чем пахать, и этот трактор был совершенно ненужной вещью? Но если принять во внимание, что всю черновую сельхозработу во всем мире выполняли локомобили, все становится более чем ясным. Для продвижения такой продукции на рынке, как говорят современные коммерсанты, был нужен и рациональный спрос. И он создался благодаря приходу к власти большевиков. Они наладили на реквизированных заводах Путилова выпуск таких тракторов, и эти трактора даже стоили дороже оригинальных из Штатов. Но тем не менее, их стали внедрять административными мерами. Ничего не напоминает. Все старо как мир. Другой вопрос, куда бесследно исчезли все те сельскохозяйственные локомобили, которые выпускались российскими заводами при царе. Судя по тому, что даже их названия заменились тракторами, была проведена серьезная спецоперация по их уничтожению. Наверное, вместе с кулаками. Только вот про уничтожение кулачества репрессивными мерами мы знаем, а про уничтожение локомобилей совсем нет. Возможно, историкам это было совсем неинтересно. Железо и есть железо, сколько его там пропало в тех войнах и революциях. Собственно, уже давно ни для кого не секрет, что автомобили с ДВС, здесь и далее по тексту двигатель внутреннего сгорания, появились в большом распространении даже в мировых цивилизованных странах не ранее 30-х годов XX века. Как, впрочем, и само слово «автомобиль», которое пришло вместе с термином ДВС. Были, конечно же, подобные экземпляры и в самом начале XX века, но в связи с неразвитостью нефтепереработки и автозаправочных станций они не находили должного распространения. Все то, что мы называем автомобилями, ранее было локомобилями, даже если это было и на электрическом ходу. Но электрический ход – это отдельная тема, вернемся к ней как-нибудь потом. А сейчас приглядимся к тем самым автомобилям, но без ДВС, на пару. В 1931 году за деньги компании Вестингауза был закуплен стандартный автомобиль марки Pierce Arrow и проверен на фабричных территориях в Г. Буффало. Стандартный двигатель внутреннего сгорания был удален, и на муфту к передаче установлен электродвигатель мощностью 80 литров С на 1800 АП-мин. Двигатель переменного тока имел длину 100 см и 75 см в диаметре. Никаких источников питания не было. В.
В назначенное время из Нью-Йорка прибыл Никола Тесла и осмотрел автомобиль. Затем он пошел в местный радиомагазин и купил 12 радиоламп, провода, разные резисторы и укрепил все это в некой коробке, которая имела размеры длиной 60 сантиметров, шириной 30 сантиметров и высотой 15 сантиметров. Укрепив коробку за сиденьем водителя, он присоединил провода к электродвигателю с воздушным охлаждением. Два стержня диаметром 0,625 мм и длиной около 7 см, 5 мм торчали из коробки. Тесла занял водительское место, подключил эти два стержня и заявил: «Теперь мы имеем энергию». Он нажал на педаль, и автомобиль поехал. Это транспортное средство, приводимое в движение мотором переменного тока, развивало скорость до 150 км в час и обладало характеристиками лучшими, чем любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в то время.